Посмотрите, какое у нас замечательное мороженое. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим самое простое, но при этом самое вкусное, натуральное домашнее мороженое. Выливаем 500 мл жирных, холодных, очень холодных сливок в емкость для взбивания. Можно даже миску для взбивания и венчики тоже охладить. Жирность сливок должна быть минимум 33%, чтобы они хорошо взбились. И теперь взбиваем сначала на небольших оборотах, потому что сливки жидкие, они будут разбрызгиваться. Сначала делаем небольшие обороты, потом можно увеличить до средних. И обязательно не отходите от сливок, потому что можно пропустить тот момент, когда сыворотка начнет отделяться, и у нас отдельно будет сливочное масло такими мелкими кусочками и отдельно сыворотка. Этого не нужно допустить. Вот до такого состояния я взбила сливки. Это получается у нас до мягких пиков. Слишком сильно их не перевзбивайте, чтобы у нас не получилось, как я вам ранее рассказывала. Сливки взбиты, подготовим форму. Форма может быть абсолютно любой, которой вы хотите заморозить мороженое. Вот так подготовила форму. Здесь 2 слоя пищевой пленки внахлёст я положила, чтобы все бортики были закрыты пищевой пленкой. Совсем забыла вам сказать, что сливки я взбивала где-то 10 минут. Вы же ориентируйтесь на свои сливки и на свой миксер. Также я заметила, что сливки очень хорошо взбиваются в вот таких вот емкостях с высокими стенками и с маленьким диаметром, потому что сливки, помимо того, что их взбивают венчики, еще ударяются об стенки этой формы и очень быстро таким образом взбивается. Берем часть сливок для первого слоя. Где-то вот такие 3 щедрые столовые ложки. Вы смотрите по своей форме и вообще по своему желанию. Добавляю сюда щепотку ванильного сахара, потому что хочу сделать классическое ванильное мороженое. И также сгущенное молоко. Прелесть домашнего мороженого в том, что вы можете регулировать его сладость по своему вкусу. Я добавляю где-то 70 грамм сгущенного молока. И все взбиваю миксером. Долго не взбиваю, буквально 1 минуту, чтобы все у нас хорошо перемешалось. Выкладываю первый слой. Кстати, вы можете делать такое мороженое при помощи, допустим, печенья вафельного или же вафелек специальные продаются. То есть вы выкладываете в любую квадратную или прямоугольную форму, туда выкладываете слой печенья и сверху можно прям большущий слой уже всего мороженого и выложить без вот этих слоев, как сделала я. Я же хочу вам показать побольше вкусов, и поэтому у меня будет вот такой вот торт мороженое. И выравниваем этот слой, чтобы он был чуть более равномерным. У нас на канале уже есть рецепт порционного мороженого, которое делается при помощи вафельных коржей для вафельного торта со сгущенкой. Обязательно попробуйте, получается очень вкусно, вкуснее, чем в магазине. Мороженое очень качественное и делается просто. Следующий тип мороженого, который я хочу вам показать, это будет у нас мороженое ягодное. Для него я беру варенье. Я взяла варенье малиновое, с небольшими косточками. Если вас эти косточки смущают, то, конечно, вы можете перетереть варенье через сито или изначально взять варенье без косточек. И перемешиваем. Кстати, можно перемешать вот просто так вот лопаткой, чтобы, знаете, как есть такое мороженое классное, в котором много ванильного мороженого и есть вкрапление варенья. Вот, посмотрите, чудесно. Можно даже так и оставить. Можно полностью перемешать, и у вас будет розовое варенье. Ой, розовое мороженое, как хотите. Посмотрите, какая классная у нас получилась текстура. Я решила так и оставить, но если вы хотите более розовый цвет, равномерный, то, конечно же, перебейте, то есть перемешайте все при помощи миксера. И также все выравниваю по всей форме. Третий вкус. Один из моих самых любимых – это мороженое крем-брюле. И сделать его дома очень легко и просто. Нам просто с вами понадобится вареная сгущенка. Сладость и крем-брюлешность регулируем по вкусу. Я добавляю 80 граммов. И все взбиваю миксером. Выкладываем слой крем-брюле. Уже у нас такая с вами текстура, как подтаявшее мороженое, что нам и нужно. Вообще любой из этих видов мороженого можно использовать как крем для торта. И делается все легко и просто и быстро. Ничего не нужно ждать, взбили сливки, добавили какой вы хотите вкус и используйте для того, чтобы промазать коржи. И последний слой шоколадный, его очень легко и просто можно сделать при помощи сгущенного молока обычного и также какао.
В этом и прелесть домашнего мороженого, что вы можете делать любые вкусы, любую насыщенность этих вкусов и также любую сладость мороженого. Чем больше сгущенки, тем будет оно более сладким. Можно сделать более насыщенный шоколадный вкус, можно менее насыщенный шоколадный вкус. Ну, прелесть же. Если есть какие-то комочки какао, то, конечно, их разбиваем лопаткой. И вот посмотрите, буквально за минуту у меня вот такое шоколадное сгущенное молоко. И все как в предыдущих мороженных, добавляем сюда нашу шоколадную массу. Все перемешиваем. И выкладываем последний шоколадный слой. Вот такая красота получается. Можно сделать такой летний торт в круглой форме, но вам понадобится в 2 раза больше сливок, потому что у меня небольшая форма и ушло 500 мл сливок. Еще и добавки. Разравниваем последний слой. Ударим несколько раз формой об стол, чтобы более равномерно разошлись все слои мороженого. Сверху накрываем пищевой пленкой и ставим в морозильную камеру до полного застывания. Я поставлю где-то на 6-8 часов, но все, конечно, зависит и от вашей формы, какой высоты у вас в итоге получилось мороженое, и, конечно, от вашего холодильника. Мороженое полностью застыло, и теперь будем его перекладывать на любое блюдо, на котором вы хотите его подавать. Аккуратненько вот так вот. Чик-чик. Чик. Очень удобно, что есть пищевая пленка. Теперь ее просто аккуратно снимаем. Не спешим, потому что у нас здесь 2 слоя внахлёст. Одна вертикально, вторая горизонтально. Теперь та, которая горизонтально, тоже снимаем. Давайте отрежем кусочек этого замечательного тортика мороженого. Посмотрите, какой красивезный получился у нас с вами тортик. Как красиво! Посмотрите, наше варенье, потом крем-брюле, шоколадный слой, ванильный слой. Загляденье, красота неописуемая. Посмотрите, какое оно замечательное, какое кремовое. Просто супер. Очень аппетитно. Яка смакота! Мороженое просто потрясающее, оно очень вкусное, нежное. Поверьте, такое мороженое купить в магазине, мне кажется, просто невозможно. Очень вкусно получилось шоколадный слой, крем-брюле тоже очень вкусное, ванильное, ну и, конечно, с вареньем тоже очень вкусно. Все варианты классные, обязательно готовьте это стопроцентное домашнее мороженое, которое вы знаете, из чего состоит. Вы сами его сделали с любовью. И можно летом подать вот такой вот прекрасный тортик, красивый на любой праздник или просто в какой-нибудь день, чтобы порадовать свою семью. Я надеюсь, что вы попробуете это мороженое, оно классное. Всем пока, до новых вкусных рецептов!